Приветствую вас! Вы находитесь на канале Рукоделки-посиделки, и это вязовлог номер 16. Сегодня я покажу вам, какие процессы я уже закончила. Сделала 2 новых мастер-класса и что впереди еще меня ожидает. Будет нужна ваша подсказка. Я надеюсь, что вы мне поможете. Хорошего вам просмотра, вдохновления. Оставайтесь со мной. Всем привет! Ну что, вот показываю вам мою новую мини-амигурушку. Вязала я ее как персонаж из мультфильма «Головоломка». Хочу связать всех персонажей. И это первый. Вот такая девулечка, печалька связалась. Покажу вам ее. Она такая маленькая, 6,5 сантиметров. Вяжется очень легко и просто. Если вы захотите связать вот такого персонажа, которым я вдохновлялась, на канале вышел мастер-класс. Он состоит из 2 частей. И вы сможете связать вот такую милоту буквально за один вечер. Это был первый мой персонаж. Но не последний, а вот второй. Вот уже 2 игрушки у меня готовы. Второй это Гнев из того же мультфильма. Тоже вам его покажу. Смотрите, какой галстук у него. Он 4,5 сантиметра, миниатюрненький. Покручу, поверчу его. Прекрасно подойдет как брелок или магнитик на холодильник. Вдохновлялась вот этим персонажем. Вообще в хотелках у меня связать всех героев этого мультфильма. Первый это Печалька, второй это Гнев. И дальше продолжу тоже вязать персонажей. Есть у меня 2 варианта. То ли связать зависть, то ли тревожность. Как по-вашему, с чего начать? Но свой выбор покажу вам в конце вязовлога. Ну а сейчас, что же я закончила? Смотрите, помните, в прошлый раз я вам говорила, что начала вязать брелок фламинго, розовый фламинго. Брелок завяжусь и немножко покажу вам процесс. Я еще с вами советовалась, какой сделать мне крылышки. Я думала, или вывязывать мне их, или вышить бисером. И как видите, остановилась на варианте вышивкой бисером. Мне захотелось, чтобы это было более по-девичьи, так, с камешками, с бисеринками. Немного сняла вам процесс вышивки. Это было интересно, не совсем просто, но увлекательно. И мне кажется, что от этого фламинго брелочек только выиграл. Надо было взять, конечно, может быть, иголочку более подлиннее, но была только такая. Я выкладывала бисеринки, а потом их просто подхватывала ниточкой. Ну, кусочек вам процесса покажу. А как же этот брелок завязывается? Сейчас я сделаю вставочку, и вы увидите уже на сумочке, как это выглядит. По-моему, очень мило. Скажите вам, как такой вариант брелочка, украшения на сумочку. Кстати, я записала полностью этот мастер-класс, потому что я сама его создавала. И если вам интересно, и вы бы хотели связать подобный брелочек, напишите мне в комментарии фламинго, и я тогда сделаю обзор игрушки и схему, дам описание этого брелка «Фламинго завяжусь». Вот таким образом он привязывается к сумочке, рюкзаку и является таким прекрасным украшением. Мне кажется, на лето это как раз самое то. Розовый фламинго. Я тоже долго думала, какие сделать ему глазки. Хотела сначала просто черные бусинки,
А потом увидела вот такой вариант на просторах Пинтереста с ресничками и решила сделать. Ну вот покажу вам. Вот таким образом завязывается на сумочке. Смотрите, такой интересный аксессуар. Сразу черную сумку делает более летним вариантом. Такие прикольные штучки можно связать и порадовать себя и близких. Но это еще не все. Смотрите, я же работаю над куколкой Огонек из мультфильма Элементарно. Помните, в прошлый раз я вам показывала, я связала только вот сюда, до груди. Я уже закончила тело, вот такое оно получилось. Длинные ножки. Видите, переход цвета сделала, потому что огонек. Здесь я думала делать вышивку такими оранжевыми нитками, но мне пришла другая идея. Смотрите, у меня есть такие ниточки синтетические. И я подумала, если вот так взять, наложить и просто их привалять иголочкой, да, чтобы вот были как бы такие огоньки пламени на ручках. И никогда такого не делала на ножках. Но вот как думаете, лучше так сделать? Вот видите, у нее переход вот этот огоньки. Или лучше вышить? Подскажите мне. Ну и хочу вам показать вам ручку. Я специально ее не обработала, чтобы показать, вот какая она получается, как только ее свяжешь. Большая, несуразная. А эту я уже обработала клеем ПВА и сформировала. Смотрите, какая миленькая получается ручка. Аккуратненькая и красивенькая. Вот таким образом формируются ручки. Ну, это тело готово, но это еще не все. Я уже связала и голову, покажу вам. Вот, смотрите, какая она у меня получилась. Вот ориентировалась на вот эту картинку. Я хотела, видите, ее вязать, чтобы у нее было немножко вытянутое личико, как на картинке. И сделала такое крепление, чтобы поворачивалась голова. Давайте верну, так красивее будет. Да, хотела, чтобы она у нее была голова более вытянутая. Видите, она какая-то у нее увеличенная. Поэтому я сделала подбородочек, маленький носик, ушки. Тоже вчера пришила, сделала. И хотя она у меня сейчас похожа немножко на какого-то инопланетянина, но это же еще не законченная работа, поэтому показываю вам. Вчера я вышивала глаза. Здесь еще будут волосы, губки, бровки. Надо будет вышить, и тогда, я думаю, она будет смотреться намного лучше. Бровочки и волосы. Вот с волосами тоже я думала взять вот эту же самую пряжу. Вот видите, она синтетическая, и тоже попробовать ее либо привалять, так чтобы она торчала. Вот такими, как на картинке, видите, огоньками. Огонька? Да, сформировать ей такую прическу. Или же у меня есть красные трессы, но они не спадают. Мне кажется, это будет немножко другой вариант. В общем, я еще в раздумье буду думать, как это делать. Попробую, может быть, на другом вязаном изделии привалять эту ниточку и как она себя поведет. Просто не хочется испортить эту игрушку, потому что уж очень нравится этот персонаж. Но пока до встречи. Увидимся в следующий раз. И в конце я обещала вам показать, кого же следующего я буду вязать из мультфильма «Головоломка. Вторая часть». И как вы поняли, это будет зависть. Сейчас я подбираю ниточки. Достала все мои яркие конфетки, ниточки. Теперь надо выбрать,
какие мне подойдут для вот этой красотки. Видите, не совсем у меня есть всякие, это на воротничок. Вот синяя, может это будут волосы, хотя там волосы не синие. А вот фиолетовый есть. И есть еще темно-сиреневый, хотя на камере он выглядит как синий. В общем, выбираю ниточки. И в следующий раз, я думаю, вы уже увидите вот такую мини-амигурушку. Вам я желаю творческих успехов и до новых встреч!